Здравствуйте, мои девочки и мальчики! Я рада приветствовать вас на канале Аэрония. Я обещала вам сделать видеообзор о разных знаках зодиака, то есть свой взгляд, как я вижу эти знаки. И как-то заработалось, вот сейчас я исправляюсь. Сразу скажу, что астрология и гороскопы – это чисто мое хобби, я никакого профессионального отношения к этому не имею. Отнеситесь к этому как к шутке, и потом напишите в комментариях, согласны вы или нет. В общем, сегодня у нас речь пойдет о весах. Мы говорим о девочках, не о мальчиках, то есть знак женский. Даже если девочка весы совершенно некрасива, она все равно будет хороша собой. Она будет нравиться мужчинам. Но, как правило, весы красивы. Но даже если они не отличаются внешней красотой, они все равно притягательны, у них какая-то внутренняя особая красота. Они безумно притягивают мужчин. Мужчины будут помнить женщину весы, которая им встретилась по какой-то такой непонятной причине. И весы – это женщина в самом лучшем смысле этого слова. И, кстати, женщины тоже берут пример с женщин весов, другие я имею в виду знаки, потому что она, как правило, является эталоном поведения, эталоном манер каких-то, эрудированности, внешности и так далее. Они хорошо разбираются в моде, культуре, и вот примером являются для других женщин, как правило. Ради красоты, правда, они могут вот пойти на небольшие жертвы. То есть это не значит, что они будут что-то делать с собой, как правило, они собой довольны. Но, например, если у нее она будет идти в жару, там, я не знаю, по площади, ну, где люди, я имею в виду по людному месту, и у нее будет натирать ногу, где-то давить обувь, то она ни за что не снимет, она вот будет идти, как ни в чем не бывало, и терпеть. В тот момент, когда, например, другой знак типа Тельца уже давно снял и шел босиком. То есть весы такого делать не будут. Выглядят они молодо и задорно очень долгое время. И интерес к жизни у них не угасает никогда, если только нет какого-то очень сильного стресса в жизни. Она практически всегда умная, эрудированная, может помнить многие имена, названия книг, пьес, авторов, цитаты, стихи и так далее. Не делает никогда плохих вещей в своей жизни, и в ней нет вульгарности. Вот чем бы она ни занималась, никогда. Она очень любит находиться в приятной для себя компании. Лучше всего, чтобы эта компания была умная и разделяла ее интересы, потому что весы очень часто интеллектуально превосходят свое окружение. И потом весы очень чувствительны, особенно чувствительны и восприимчивы к чужим проявлениям агрессии, несправедливости. Сама она себе такого вообще никогда ничего подобного не позволяет. И если она увидит, что кто-то кого-то обижает, особенно если это будет какой-нибудь там старик или ребенок, то она обязательно вмешается по возможности. И если даже это косвенно ее касается, кто-то рассказал, или она увидела по телевизору, она будет очень близко к сердцу это принимать и переживать. И сама она не способна на такое. Никогда не предаст ни близких, ни друзей. И ради них она готова мобилизоваться и противостоять абсолютно всему. На работе, значит, весы за правду всегда и везде. Поэтому они могут писать, например, какие-нибудь там резкие, правдивые статьи в журнал или в газету. Могут работать судьями, исследователями, следователями, адвокатами. Но практически все весы, вот я не знаю весов, кто бы не интересовался искусством. Почти всех их интересует искусство. Они могут иметь именно по этой причине арт-галерею, сами могут быть дизайнерами или художниками, или писателями. Зачастую они талантливы в этом деле. Но все-таки лучшими специальностями для весов это те специальности, которые связаны с информатикой и вычислительной техникой. И
вот когда я это писала, я вспомнила, мама моя тоже весы, и она работала в НИИ промавтоматика. То есть мама работала в научно-исследовательском институте промышленной автоматики. Причем она умела очень хорошо рисовать, она прекрасно шила, и она могла бы запросто стать дизайнером или модельером. То есть это неотъемлемая как бы часть, вот эта тяга к искусству. И если даже она работает в другом месте, все равно у нее склонность к искусству проявляется. Если она дает совет, то не сразу, а взвесив все факты, подумав, без приукрашательств и эмоций. Она скажет свое видение ситуации и отдаст как бы на суд того человека, который попросил совет. То есть она не будет говорить, сделай так, нет. Она скажет вот свою версию, и пусть он как бы сам решает. Весы не вмешиваются вероломно в чужую жизнь. Это будет, кстати, отличная свекровь или теща. Обычно все, что предлагают весы, все работает, и все стороны удовлетворены. Коммуникабельность очень ценная вещь вообще, а весы этим очень даром обладают хорошо. Поэтому на работе их ценят, любят и уважают. И не только на работе, но и в семье. Весы – это, конечно, две чаши, совершенно противоречащими друг другу содержимым. С одной стороны, она нежная, модная, такая вся красивая, но она в состоянии сделать то, внезапное причем, чего от нее другие совершенно не ожидают. Например, при какой-то там большой аудитории сказать начальству или сказать там комиссии то, что она думает. Причем это она будет выражать именно свои мысли, но, как правило, с ней согласно подавляющее большинство, так сказать, вот института или чего-то, но они будут все помалкивать и бояться, она может встать и сказать это. Но она делает это так, что после этого ее не только не уволят с работы, если она, допустим, резко это сделала, а, возможно, и повысят в должности. И в любом случае ее авторитет еще больше возрастает после этого. То есть все отмечают ее вот это выступление. Если в коллективе люди с разными взглядами, темпераментом, весы приводят это все, весь коллектив в равновесие, причем очень быстро и легко. А если весы начальница, то она будет именно выделять и поддерживать людей, которые занимаются самообразованием. Потому что весы не любят тупых и самоуверенных. Причем нельзя сказать, что они там терпеть не могут, или вот этого у них нет. Они именно, им не интересны такие люди. В доме у весов всегда красиво. Именно так, как она задумала. Потому что она любит гармонию. Всегда хорошая музыка, со вкусом подобранные вещи, картины, абы что она не повесит на стены. Весы, как правило, они разбираются в искусстве, часто коллекционируют искусство, вкладывают деньги в искусство. Если у них есть, так сказать, материальные возможности, они обязательно будут оригиналы вешать. Если у них нет этих возможностей, то они все равно подберут что-то такое красивое, какие-то там, может быть, принты или что-то другое, абы что они не повесят на стену. То есть они эстеты. И все, что их вот это окружает в доме, в квартире, все влияет на их самочувствие. Поэтому это важная часть. В семье весы всегда стоят замужем. Она никогда не полезет на первое место мужа. Муж у нее всегда стоит на первом месте, особенно если она его любит. А весы, как правило, выходят замуж только по любви. И вот она стоит замужем, но она управляет процессом сохранения семьи. Она очень умно как бы себя ведет в каких-то ситуациях. И вот этот семейный очаг – это ее заслуга. Она не ревнива, она не полезет в телефон что-то проверять, потому что она уверена в себе. Никогда не повышает тон, не истерит, ничего не клянчит, не выпрашивает. Ей не нужны там подарки и так далее. Она прекрасно знает себе цену. Она даже замужем наравне с мужем работает, потому что ей важно благополучие семьи. И своя занятость, у нее свои интересы. Она очень заботливая и думает о всех моментах воспитания. Строгая, но она спокойно строгая.
Вот сказала нет, значит нет. И не надо к ней подходить по 1000 раз, спрашивать, можно ли вам пойти к подружке переночевать. Подведем итоги. Весы, на мой взгляд, 100% женский знак. Красивая, еще и умная. Она способна любить и способна быть самостоятельной, абсолютно самостоятельной. Тактичная и в то же время смело скажет правду, если надо. Безжалостная к тупости, но не выпячивает свои знания. Она эстет и любитель искусства однозначно. Она имеет способности быстро наладить благоприятную обстановку в обществе, какое бы общество это ни было. Будь то работа, семья, неважно. В любом месте, где она находится, она там сделает благоприятную обстановку. Не дает советов по принципу «скажу что-нибудь, лишь бы отвязался». Обязательно взвешенный ответ будет. Очень сострадательный и в то же время способный мобилизоваться в сложной ситуации и, как говорится, поднять падающий самолет в воздух или вывести корабль на сушу, образно выражаясь. На мой взгляд, это прекрасный женский знак, практически у него нет минусов. Из минусов я бы сказала, не то чтобы явное, но я так наскребла. Да, это то, что они, возможно, не очень все флексибельные, как бы, да, как знак, не очень флексибельные. И у них хорошее чувство юмора, но оно какое-то немножко такое однотипное. Это вот по моим наблюдениям. Весы это, как бы, подведем итоги, да, это Василиса прекрасная и премудрая в одном лице. Впрочем, мудрость и ум у них врожденные. В общем, мужчины, ищите себе в жены весы, будете счастливы. А если у вас теща или вот свекровь весы, то будьте спокойны, что вероломно лезть в вашу жизнь она не будет точно. Но вам придется работать над собой и быть в интеллектуальном тонусе всегда. Вот так я вижу женщину весы. Так что весы, пишите в комментариях, что вы думаете, похоже это на вас. Или весы иногда не видят, что какие-то черты им присущи, зато видят люди, их окружающие, подружки или родственники. Мне будет очень интересно, так ли я воспринимаю вас со стороны. Ну все, на этом у нас сегодня про весы. У нас не по порядку пойдут эти разборы, так сказать, знаков. Вот как запрос был, так и пойдет, и дальше, и дальше. Так что я вас всех целую, желаю вам приятных праздников. Еще у нас вот будет Старый Новый год, Крещение. Всех вас целую. С вами была Наташа. Пока!